Добрый день, доброе утро всем, дорогие друзья! А сегодня мы с вами направляемся возле такой вот горы. Это три гробницы. Три гробницы, и Я билет что-то не понимаю, стоит... А почему потом еще Нефертари получается 1400, а получается Valley of the Guns А этот что за билет? 100. No, it's 1400. Это что за билет? Yeah, это Нефертари Нефертари очень дорого. получается. Три гробницы, 200 фунтов. 3 граба. Три граба. Но Нефертари? Но Нефертари. Нефертари, но Нефертари, да. Yes. Взяли два билета по 100 фунтов, 200 фунтов на двоих. Это получается по 13, Это кошка Нефертари. по 13 долларов Один минут. за три гробницы. Так, ребята, вот мы находимся у подножия таких вот гор. И идем мы, я так понял, к трем гробницам. Три гробницы обошлись нам 200 фунтов, 13 долларов. А гробница Нефертари стоимостью 100 долларов с человека посещение. Ну, что очень дорого, потому что сейчас мы посмотрим, что эти гробницы представляют. Вон, смотри, в скале дыра. тоже какая-то дыра. Вот тоже очередная, я так понимаю, гробница. Вот, как они выглядят. Эти вот раскопки и гробницы, когда их доставали. Самое интересное, надо было их тоже здесь найти под таким слоем. А здесь вот даже, вот видите, ступеньки. А я с вами сейчас попытаюсь спуститься в гробницу. Осторожно. И смотрите, как там все это выглядит. Да, а где, ну, есть фотоаппарат посветить? Сможешь тихонько спуститься? Ой. Так, смотрим. Катя очень-очень, конечно, недовольна. Не любит мои экстремальные. Сейчас стрёмно. Ну, мы для этого и приехали. Покуда нас не видит охрана, Смотри, Мы- только аккуратно. спустились с вами в гробницу. И смотрите, он фонарик не берет ничего. Видите, как она выглядит. Как выглядело захоронение. Ну, ее уже разграбили. Так. А мы будем потихоньку вылезать отсюда. Видите, даже ступеньки уже готовы. Так. Вот, ребята, мы с вами побывали. Да, конечно, впечатляет. Глубоко. Очень глубоко. Смотрите, какие вот ходы были. Высекались такой вот земли. И ходы в гробницу здесь закрыто. Здесь вот огороженная зона, может еще даже какие-то раскопки ведутся. Да, тоже очень глубоко. Так, здесь тоже закрыто. Да, это, знаешь, напоминает, как оно вот, у нас вот кладбище. Кругом вот такие захоронения. Катя, самочувствие. Так, сейчас мы Нефертари. Это вот гробница Нефертари.
Спрашивают? Да? Видно, что текет. Ну ты покажи наш. А у нас другие. Это вот гробница Нефертари, стоимость которой $100. А, у нас вот такие вот. No, no, no. Это Ну, куда? это- This is 3 tombs. 1, 2, up, 3. Три. Ага. This one up, this. Up, Ага. 1, 2, 3. Ага, Окей, вот, окей. Ну, фото. пожалуйста, не фото. Так, вот мы заходим. Выключу, потом попробую включить. Вот, ребята. И мы находимся в гробнице. Стены так вот разукрашены. Тише, он идет, нельзя. Выключаем, а то уже идут. А, это не все. Если я понял, жена Рамзеса третьего, что ли. Это вот джин, это крокодил. И вот она, синокрайняя жена на лодке. Переправили ее. Саркофаг здесь, да? Мумия. Да. Здесь вот нашли, вот видите, там ямка большая. Здесь нашли ее саркофаг. Принц Амуткапшир. Здесь вот тоже гробница закрыта. И вот так этого принца похоронили на склоне вот таких вот гор, скал. Реально аж так это впечатляет. И с одной стороны опасно. Они такие вот висячие, да? Очень опасно вот этот вот висит, да? То если так вот это сорвется, то тут завалит все что угодно. И осыпаются. Вот видите, вот уже камушек какой-то вот упал. Что это такое? Это вот такая вот усыпальница 6-месячного принца последнего. И вот такой вот сделали. Prince Shenakiti Ramses III family. Ibis. Да, судя по саркофагу, я тоже обратил внимание, по мумиям, что они были невысокого роста. Светануть нельзя, Катя. Катя немножко боится. И вот так вот. Внутри саркофага. Вот вы видите, как саркофаг находится внутри. Да, вот ребята сели мы отдохнуть, опять же возле этих вот скал. Катя тоже выдвигает такую версию. Ну, я с ней полностью согласен. Она не зашла в саму гробницу, где находился, говорится, этот прах принца. И по какой причине это? Ну, потому что, ну вот, вы представляете, да, вот если вот вы возьмете, да, вот своих предков раскопаете, ну, это аналогично тоже самое. Да, Ну, кощунство, это- как говорится. ну, это нельзя это тревожить, это нельзя вот этого делать. Но, как бы, это их дело, можно сказать, это их право. Ну да, тоже не- же надо... Этими раскопками, как бы, как говорится, что его это, сделали историю своей цивилизации Ну да, только и что. в этом плане это плюс, это плюс. Ну, не Ну, зря. просто когда я видела этого 6-месячного, эту мумию, ну все, у меня все вырвалось просто. М. Ну, так, Ну, неприятно, конечно, да. ощущение. Не зря, когда были раскопки, когда нашли Тутанхамона, то какое-то было проклятие, что все, Когда вы кто... «Мумию» смотрели, Да. это кино, да, там же даже когда эти открываешь, эти все гробницы, это там... Ну, это кино. А это было на самом деле, что Ну, проклятие... это кино, но кино же тоже берут же с истоков, там, с верных. Нет, ну вот что правда была это, что когда в 22 или 23 году там это нашли мумию Тутанхамона, и
что потом те, кто участвовал в раскопках, скоропостижно скончались короткое время. Что действительно было проклято, лежало заклятие на гробнице. И это не только с этой гробницей связано, потому что много таких историй. Те, кто участвует в раскопках, реально находят какие-нибудь такие места, силы, как их можно назвать, которые, ну, не прокляты, а наложены заклятия, то даже чувствуют себя плохо и бывают и летальные исходы. Ну, а мы с вами двинемся еще в третью. Посмотрим, Катя зайдет или нет. Ну, смотря что там будет. Не, ну чего, я зашла, я же захожу туда. Ну, ты ну, в саму просто я не усыпальницу, подхожу да. вот к этой гробнице. Саркофаг. Я туда, Ну, это саркофаг, да. саркофаг. Ну, у Я нас, туда не да. заглядываю. Ну, это дело, конечно, каждого, но это мое мнение. Ну, я захожу. просунул я не туда захожу, камеру не захожу. ради вас, чтобы вы посмотрели. Я тоже, кстати, не видел. Буду видеть это все на экране, потому что я светанул туда фотоаппаратом и просунул камеру и заглянул, что там внутри находится. Смотрите, ребята, какие вот здесь вот породы. Это то ли известняк, то ли... Ну, получается, вот с этого и делали они пирамиды, наверное. Как бы, то ли глина. Вот, смотри, как она крышится какими-то слоями. Пустотелые. Ну, есть такие вот и которые не крошатся, такие монолитные. А это видно наверху из-за влаги, солнца. Вот так вот выглядит это все. Ну, все равно, вот даже надписи современники поставляли. Все равно раскапывать могилы и это все через такие толщи камней пробиваться, я думаю, это сложно. Они же вылаживали вокруг массивными камнями и плюс еще запечатывали эту гробницу тоже камнем. И попробуй ее найди, а потом со временем это все заносилось песком, что-то превращалось в камень, что-то. Ну, вот оно, вот, видите, как это. А вон в том камне, смотри, слоя идут поперек. Это его, видно, развернуло. Она, наверное, стояла, потому что обычно слоями так ложится. Это что-то вот развернуло. Какой-то массивный или удар, или волна очень сильная. Да, сколько тайн хранит наша земля. Обалдеть. Вот тоже, видно, обвал был. Камни тоже лежат. Так, ребята, мы вот опять нарушаем закон и проходим легчеводным. Сейчас фото. И вот такая вот тоже гробница. Ок. Предупреждаю, что может быть скорпионы, змеи. Лучше туда не ходить. Ну, я немножко вам снял. Так, заходим в очередную гробницу. Антон. Здесь и стоял саркофаг, но здесь уже саркофага нету. Поэтому Катя зашла. Ну, туда не захожу. Туда не заходит. Но рисунки, реально, это же вот, представляешь, натуральная краска, натуральные цвета, которые сохранились обалденно. Несколько тысяч лет. Ну, это, конечно, большой плюс, что они это взяли, это все так это раскопали, все это показывают людям. Но уже до такой степени, они дошли, что каждая, я понимаю, что надо жить, да. Ну, я считаю, что это уже неправильно, что они все это вытягивают, этих туристов вытягивают. Мало того, что мы заплатили на входе, да, так тут еще им надо дать, да.
за стоянку заплати за билет. Я заплатила за билет, я имею полное право ходить здесь. Я не обязана никому больше доплачивать. Но они все вот так, как мухи там. Конечно, впечатляющее зрелище. Как ты думаешь, вот они это дорисовали или не дорисовали? Не, ну если бы они дорисовали, они бы реставрацию провели и полностью сделали. Нет, это вот как есть, так и есть. Вот когда нашли, знаешь, она была запечатана, вот эта гробница, они запечатываются, да, запечатана гробница, ее нашли. И здесь вот все это было, как вот фильмы показывают, море золота, подарки, подношения. Вот 103 год. эту гробницу нашли в 1903 году. Я тоже себе сделаю гробницу. Я Да. своим детям скажу. Так вот выглядит эта долина царей, город мертвых. Вот в самой высшей точке с высоты. Ну, не с высшей точки, имею в виду, на которой мы находились. Вот это вот так выглядит. И вы видите, что это не все, конечно, раскопано, потому что некоторые могилки рядышком вот лежат, некоторые поодаль. Не знаю, как у них там происходило это все это сохранение, сложно сказать. Но это вот есть долина царей. Да, что Катя сказала, что да, что они здесь зарабатывают. Ну, нищая страна, как бы у них источник заработка это канал и туризм, поэтому больше у них ничего нету, ничего они не умеют. Поэтому они вот и приходится. Платишь за машину, потом заплатишь за бензин, а потом заплатишь за то, что машина будет стоять на стоянке, а потом заплатишь за то, что он тебя еще проведет как экскурсовод, и в итоге договариваешься на $10, а обходится это тебе все 20, как изначально было запланировано. Но если сразу дать 20, то обойдется это в 50. Так что вы при путешествии будьте внимательны. И, ну и торгуйтесь, и не поддавайтесь на провокации, потому что это, если один раз вы этому доллар, то там целая очередь к вам выстроится, чтобы вы дали по $1. Да, я понимаю, если там бы, да, вот одна экскурсия, то, ну, как бы это не жалко. Но у нас же их целая куча. Да, да. Хочется все посмотреть, потому что реально, особенно этот вот город Луксор, это сплошной один музей. Просто один сплошной музей. Ну, как говорится, ничего не умеют, а вот додумались же вот зарабатывать на этом, Ну, на ты туризме. знаешь, В каждой не стране. умеют или не хотят. Потому что, когда мы заходили в какие-то другие магазины, ну, то видно, что люди стараются. Люди как-то более цивилизованнее. Цивилизацией пахнет, да? А в другие заходишь, то ли у них какая-то лень присутствует, то ли что. Ну, я вот не понимаю, Нет, если это честно. уклад жизни. Они жили спокон веков. Вот этот туризм начал только у них тут развиваться каких-нибудь 50 лет, а более активно лет 20-30 назад. И поэтому, если они жили всегда в этой пустыне, были бедуинами, у них кроме верблюда ничего не было и не надо было им, потому что им надо было для счастья? Лишь бы только, как говорится, что в пустыне самое важное и самое дорогое – это вода. И все. И они кочевали по пустыне, искали оазисы. И все, что им и денег-то не надо было. Поэтому это уже заложено у них изначально. Ну, обсуждать мы не будем никого. Идем уже на выход.